Летом в Тбилиси жить можно разве что ночью. И то, жить это еще мягко сказано. Столбик термометра обычно держится в районе 35–40 градусов. Хорошо, это сейчас люди довольствуются благами научно-технического прогресса и передвигаются от одного кондиционера к другому. А как было раньше? Так, к примеру, в XIX веке Анна Ильинична Чавчавадзе, урожденная княжна, имела обыкновение каждый год с мая по октябрь уезжать из Тифлиса в свое родовое имение. По этому самому родовому имению когда-то прогуливались Пушкин, Адаевский, Лермонтов, Александр Дюма и Грибоедов. И именно последнему господину, добившемуся немалых успехов на карьерном поприще, к 30 годам абсолютно потерявшему смысл жизни, довелось заново воскреснуть и увидеть прекрасное здесь, в Кахетии. Цинандали – то самое родовое имение, прекрасное место на правом берегу реки Алазани в Кахетии, в честь которого и названо знаменитое вино Цинандали. Всем знаменитый Александр Чавчавадзе приходится Ане Чавчавадзе, той, которая каждый год сбегала сюда от тбилисской жары, свекром. Поэт, мыслитель, переводчик, военный и общественный деятель Грузии, Александр унаследовал родовое имение от своего отца. Отреставрировав свое имение, построив новый дом, винзавод, декоративный сад, Александр, как и любой гостеприимный грузин, устраивал здесь светские вечера, званые ужины, чаепития и прогулки по винному погребу. Двум писателям, государственным деятелям и просто эрудитам Чавчавадзе и Грибоедову всегда было о чем поговорить, поэтому для русского дипломата врата Цинандали всегда были открыты. Давайте же, ребята, кутнем. Вино как врага разобьем. Оно обратится нам в кровь. А кровь ту в бою мы прольем. Александр Чавчавадзе. Грибоедов иногда проводил время с маленькой дочерью Чавчавадзе, Нино. Он учил ее игре на фортепиано и французскому языку, а та называла его дядя Сандро. Спустя много лет, в 1828 году, Грибоедов прибыл в Тифлис и навестил своих друзей. Когда к столу вышла 15-летняя Нино Чавчавадзе, Грибоедов вновь обрел смысл жизни, его сердце стало бешено колотиться, но, собравшись силами, он вышел из-за стола, взял Нино за руку и увел в другую комнату. Та чего-то заплакала, а затем засмеялась. После этого они вышли и попросили благословения у родителей на брак. Когда Нино и Грибоедов венчались, девушке даже не было 16 лет. К сожалению, у судьбы были другие планы на их брак. Счастливые дни двух влюбленных были сочтены. Александра Грибоедова назначили дипломатом в Персии. 30 января толпа разъяренных исламских фанатиков ворвалась в российское посольство в Тегеране и убила всех, кто там находился. Мертвое тело Грибоедова еще долго таскали по улицам Тегерана. Опознали дипломата только по шраму на руке, полученному в юношеской дуэли. После кончины мужа и сына Нино надела траур, который носила 28 лет, вплоть до ее смерти. Ее окрестили черной розой Тифлиса. Нино Чавчавадзе потом еще не раз сватались, но красавица-вдова не мыслила себя с кем-то, кроме незабвенного Сандро. Ее похоронили рядом с мужем в тбилисском пантеоне на Тацминде. Там в темном гроте мавзолей и скромный дар вдовы. Лампадка светит в полутьме. Чтоб прочитали вы ту надпись, и чтоб вам она напомнила сама. Два горя. Горе от любви и горе от ума. Яков Полонский. Это что говоря о дочери Нино. С княжной Анной тоже приключилась не менее трагическая история в XIX веке. Анна Чавчавадзе, та, которая, как и я, не переносила жару, в 1854 году вместе со своей семьей и подчиненными была взята в пленницы горцами под именем имама Шамиля, предводителя северо-кавказского имамата. В набеге мусульман-горцев, я вам скажу, отдельная глава в истории Кахетии, которую стоит затронуть. Так вот, Атара озверевших лезгин-мусульман, говоривших на другом языке, которые кричали, ругались, громили имущество, ворвались в Цинандали. Приближенным княжеской семье и другим жителям Кахетии, взятых в плен, пришлось нелегко. Во-первых, не все смогли выжить.
Ведь вы представляете, какая долгая дорога ожидала пленных, чтобы добраться до логова этого самого Шамиля. Это похищение вызвало сильный резонанс не только в Российской империи, но и на Западе. В 1855 году после сложных переговоров пленники были обменены на сына Шамиля Джамал аль-Дина. Такими набегами и похищениями это самое теократическое государство во главе Шамиля зарабатывало себе на жизнь. Что грузите? Невесту украли, товарищ старшина. Щитник, будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить. Кахетия на северо-западе граничит с Дагестаном, а на востоке и юге с Азербайджаном. В XI веке Кахетия поглотила небольшое государство, именуемое Эрети, Херети по-грузински, со столицей в городе Шеки, сейчас это Азербайджан. В прошлом веке о границе, разделяющей Азербайджан и Грузию, мало кто задумывался. Но после развала союзов встал вопрос насчет монастырского комплекса Давид-Гареджи, который как раз проходит на стыке Саакартвело и Азербайджана. И для Грузии Давид-Гареджи считается своим культурным наследием, и для азербайджанцев – памятником Кавказской Албании. Комплекс пещерных монастырей VI века был основан знаменитым сирийским монахом Давидом. В честь того самого была построена церковь на Тацминде. Один из 13 сирийских отцов, он поселился в естественной пещере местности Гареджа на территории древней Кахетии. В том же VI веке его ученики и последователи Додо и Лукиан основали еще два монастыря – монастырь Додос-Рка и Натлис-Цемери. Монголы, Тамерлан и Шах Аббас пытались разрушить монастырь, отчасти у них это получилось, но все-таки до наших дней Давид-Гареджи какой-никакой дожил. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем считается Давид-Гареджи, который находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузины исторически называют Удавну. А уже на южном склоне горы, принадлежащей Азербайджану, расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве кельи. В связи с тем, что часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, он является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном с 1991 года. Кавказская христианская Албания раньше располагалась примерно на территории нынешнего Азербайджана, но с массовым переселением турок-агузов албанский этнос исчезает. Но Азербайджан все равно считает, что албанцы были их предками. Даже если это и так, в комплексе пещерных монастырей нет ни одной надписи на албанском языке, а грузинские фрески Давида Строителя, царь Тамар, Дмитрия Самопожертвователя и других святых доказывают, что по праву это священное место полностью должно принадлежать Грузии. Давид Гареджийский, один из 13 сирийских отцов, те самые, которые основали монашество в Грузии, поселился на юге современной Кахетии. В
то время Иосиф Алавердский пошел на север и построил в VI веке одну из визитных карточек Кахети – Алаверди. Облик того самого храма до сегодняшних дней не дошел, а то, что мы видим сейчас, это работа кахетинского царя Квирике III Великого XI века. На территории монастыря располагается Марани, и в древности почти все изготовляемое вино было предназначено для богослужения. От слова «Алаверди» пошло не менее знаменитое слово, точнее праздник – Алавердоба. Что вы принесли? Ничего такого. Это Алавердоба. Религиозный праздник, прошлогодние фотографии. Старинные религиозные праздники потеряли в наши дни свой первоначальный смысл. Сейчас это только повод для пьянства, драк и веселого времяпрепровождения. Алавердоба – традиционный религиозный праздник, связанный со сбором урожая. На этот праздник спускаются с гор тушины, лезгины, чеченцы, кистины. Приезжают крестьяне со всех концов Кахетии. Всю ночь до утра молятся, пьют, поют, пляшут вместе, верующие и неверующие. Кахетия – сад Кавказа, виноградник Грузии, как говорил Александр Дюма. Как в индуизме корова почитается за священное животное, так в христианской Грузии лоза является священным растением в прямом смысле слова. Главный символ Сакартвела Джвари, то есть крест святой Нино, который она якобы получила от Святой Богородицы, сделан из лозы. Проезжая недалеко города любви Сигнаи с красными крышами, круглосуточным дворцом бракосочетания и прекрасным видом на Лозанскую долину, можно заглянуть в монастырь Ботбе, где покоятся мощи и могила той самой святой Нино, которая принесла христианство в Грузию в IV веке. Непременно осенью рекомендую посетить Кахетию во время сбора урожая винограда, именуемый Ртвели. Он не привязан к определенной дате, но чем более жаркое и засушливое лето, тем раньше начинается сбор винограда. Перед тем, как собрать урожай, нужно позаботиться о том, куда его собрать. Об основных атрибутах любого марани я рассказывала в видео об аджале. Но напомню, что любое марани не марани, если в нем нет грузинской амфоры – квеври. То квеври были для винограда, а то квеври для людей. Я думала одинаково когда-то и про пастухов, и про виноград. Ну что там быть пастухом? Выпустил отару овец на луг, лег себе на сток сена и лежит целый день припеваючи. И что там с этим виноградом? Кинул косточку в землю, полил водой и жди, пока вырастет. Не все так просто. Ты откуда взялась здесь, лоза любимая? Стой! Стой! Подожди! Эй! Стой, говорю! Ты что, с ума сошел? Лезешь под самую машину? Это я сошел с ума или ты сошел с ума? Что ты сделал? Слушай, это же виноград, не видишь? Что ж тут особенного? Щенок, ты! Как вы смеете? Смирно! Вы что, не подчиняетесь команде старшего? Серегин, ко мне! Убери этого старика, или я за себя не отвечаю! Я тебе покажу! Уходи. Подожди, слушай. Уходи, тебе говорят. Отойди, я тебе говорю. Уходи. Отойди! Ну, Уревшан, вот еще. Давай. Ребята! Иди сюда. Иди, посмотри. Посмотри, что ты наделал здесь. Посмотри. А? Что ты сделал? Что? А? Не видишь, что здесь виноград? Что у тебя дороги нету, да? А ты видел, что они у нас делали? Это они делали. А ты?
Что? Фашистом стал, да? Иди сюда. Вот немецкий мальчик. Иди, стреляй. Стреляй. Скажешь тоже. Что я, фашист, что ли? А виноград тебе не жалко, да? Это же живой случай. Ему не больно, да? Ты его не сажал, ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь. Такой молодой, еще ни одно дерево не посадил. Такой сад портишь. Не стыдно тебе? По дороге из Тель-Авив к Варели нельзя не заметить типично крестово-купольный храм, так ассоциирующийся у меня с Грузией и Арменией. Вашему вниманию представился замок Греми. В 1565 году на скале в центре города был построен Архангельский храм, который сохранился здесь до сегодняшнего дня. Войдя внутрь храма, по правой стороне располагается могила царя Ливана, в эпоху которого и был построен храм. А вот и сам царь Ливан. Обратите внимание на эту фреску, поврежденную копьем. Не что иное, как след, оставленный персом в 17 веке. 1614-16 года – одни из самых запоминающихся и страшных моментов в истории Кахетии. Связаны эти даты с известной мне личностью из Великого Мауравии – Шах Аббасом, правителем Персии. В то время, при расцвете сефевидского Ирана, Картли и Кахети имели вассальную зависимость от Персии и являлись автономиями этого государства. Но все мы знаем горячий темперамент и свободолюбивый характер грузин, которые не умеют долго плясать под чью-то дудку. Так, разбунтовавшийся кахетинский народ восстал против мусульманского владычества Персии. Шах Аббас в ответ на это совершил самый страшный поход в истории Кахетии в 1616 году. И такие следы самое безобидное, что случилось в тот страшный год. В Бахушти Багратионе пишет, что Шах прибыл в Кахети, население истребил, пленил, согнал и разорил, ограбил церкви, уничтожил иконы и кресты, а украшения их раздал своим наложницам. Некоторые спаслись в Пшаве, Хевсурете и Тушете, в укреплениях, скалах, горах и лесах. Да, страшные времена настали. С родной земли угоняют в чужие края и истребляют. В Кахетии, говорят, совсем не осталось юношей и девушек. Всех угнали в Персию. Он, верно, еще ничего не знает о своих сестрах, бедняга. А что, разве с ними что случилось? Они же укрыты в римском монастыре. Ой, их и монастырь не спас. Перс и там нашел их и наложил лапу. Добрый день, друзья. Здравствуй, Влахо. Если так будет продолжаться, то весь народ погибнет. Нет, дорогой. В Кахете уже давно вооружается, поверь мне. А, пустое. Почему? Пока мы ружья зарядим, Шах Аббас успеет разорить даже птичьи гнезда. Вряд ли. Не так уж мы беспомощны. Да не лишит тебя Господь надежды. Да благословит он тебя за эти слова. Мне кажется, ни одна повесть, ни один фильм о Кахете не обходится без упоминания царя Ираклия II. Вот кажется, скольких царей повидала эта страна, скольких полководцев, но все равно грузинский народ ставит царя Ираклия, или, как его называют грузины, Эрекли Меора, в один ряд с Багратом IV, Давидом Строителем, Георгием Блистательным. Вот если бы царь Ираклий жив был, одолел бы он русского царя, а? Еще бы, показал бы ему Кузькину мать. Эх, были бы царь Ираклий и Георгий Саакадзе живы. А мы хуже разве, но... Мне кажется, Георгий Саакадзе и царь Ираклий очень между собой похожи. Оба они стремились к объединению разрозненных грузинских владений в единое государство. Оба добивались ограничить власть крупных землевладельцев, создать боеспособную армию, и оба воевали за Персию. Первый под именем Шах Аббаса, второй Надир Шаха. Ираклий II, Картли Кахетинский царь, заключил тот самый Георгиевский трактат в 1783 году о покровительстве России над Восточной Грузией.
Во время вторжения в Грузию иранских войск Ираклий потерпел поражение в битве с Ага Могамед-ханом на Карцанийском поле под Тифлисом. 5000 грузинских войск сразились в смертельном бою с 35 тысячами иранцев. Это было одно из самых трагических сражений в истории грузинского народа. Численное превосходство иранцев решило исход битвы. Грузины потерпели поражение. 11 января 1798 года царь умер. Его похоронили в Святицховеле. Трон унаследовал Георгий XII, который стал последним царем Грузии. В 1801 году император Павел I издал манифест о присоединении Грузии к России. Русский король Фридрих Великий говорил так: «На западе правлю я, а на востоке царь Ираклий». Это кто? Исаак. А где Анзор? Не знаю. Исаак, запиши телефон. 5520 записал? Скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил в Дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. Какому Кукушу? Это Продмаг? Ты куда звонишь? Как куда? В Тель-Авив? Тебе перепутали. Это Тель-Авив. Тель-Авив. Анзор, это ты? Кончай дурака валять. Деньги идут, валюта. Правда, Израиль. Клянусь мамой. Израиль? Yes. Сейчас мы в Тель-Авиве грузинском, не израильском, возле смыслового центра этого города, замка Ираклия II Батонис-Цихи. В 200 метрах от этой самой резиденции Ираклия находится старейшее дерево в Грузии – платан. Этому дереву любви, говорят, около 800-900 лет, поэтому никакой храм или крепость не могут похвастаться тем, что видели на своем веку монголов и царь Тамар. Что уж говорить, само слово Тель-Авив происходит от названий деревьев карагачей, вязов, которые здесь образуют целые леса. Карагач по-грузински тела, поэтому опять деревья в Грузии, как и виноградную лозу, можно считать священными. Привет, как поживаешь? Права. Новый анекдот знаешь? Знаю, права. А может быть, не может быть, права. Столица Кахети по древности и своему значению стоит наравне с Кутаиси, Батуми или Тбилиси. Хотя раньше столица переходила из Теанеты в Тель-Авив, из Тель-Авив в Греби и опять в Тель-Авив, значимость этого города не стоит преуменьшать. Город с населением в 20 тысяч людей достоин посещения. Пройдитесь по проспекту Ираклия II, загляните в парк на Дикваре, где я сейчас нахожусь, и полюбуйтесь видом на Алазанскую долину. Взгляните на типичные грузинские деревянные резные балкончики, ведь благодаря таким местам создается общее впечатление, какая она, это Грузия. Друг, это какой город? Тель-Авив? Да. Аэродром как поехать? Направо. Спасибо. Кахети – сад Кавказа, кладезь исторического наследия Грузии с редкими сортами винограда, древними монастырями и покалеченными судьбами. Самая большая историческая область Грузии показала этому миру отца-солдата, который родился в Гуржаане, двух однофамильцев из разных княжеских семей – Александра и Илью Чавчавадзе. Не будем забывать о Нико Пиросмани, художника и безнадежного романтика, который хоть и прожил всю сознательную жизнь в Тбилиси, но родился ведь он здесь, в Кахети. Мне кажется, нигде мы не увидим такого сильного влияния когда-то могущественной Персии, которая давала о себе знать вплоть до XIX века. Передав эстафету Российской империи, начинается новая веха в истории Сакартвело, которая длится по сей день. Интересно, что ждет Кахети дальше?